Сюжет. Новая жизнь в США. Глава 1. Отъезд. Сара стояла в оживленном аэропорту, ее сердце колотилось от предвкушения. Она крепко взяла паспорт и перепроверила билет. Вот и все, день, которого она так ждала. В тот день, когда она покинет привычный мир и отправится в новое приключение в Соединенные Штаты. Подойдя к выходу на посадку, Сара не могла не оглянуться на своих плачущих родителей, которые прощались. Они всегда были ее самыми большими сторонниками, но понимали, что ей нужно преследовать свои мечты. С решительной улыбкой она отвернулась и сделала первый шаг к зоне посадки. В аэропорту царила оживленная жизнь, и по нему спешили люди из всех слоев общества. Сара заняла свое место в самолете, и ее волнение смешалось с оттенком нервозности. Бортпроводники прошли процедуры безопасности, и вскоре самолет вырулил по взлетно-посадочной полосе. Когда самолет взлетел в небо, Сара выглянула в окно и наблюдала, как ее родина становилась все меньше и меньше. Она покидала свою зону комфорта, но знала, что на другом конце света ее ждут великие дела. С каждой пройденной милей ожидания Сары росли. Она представляла себе американские города, которые она видела в фильмах и о которых читала в книгах. Она запечатлела знаковые достопримечательности и различные культуры, с которыми ей предстоит столкнуться. Она знала, что это путешествие навсегда изменит ее жизнь. Когда самолет пролетел сквозь облака, Сара закрыла глаза и прошептала молчанием молитву о благополучном путешествии и успешном новом начале. Она знала, что возникнут трудности, но была готова противостоять им лицом к лицу. Прошло несколько часов, и вскоре капитан объявил об их спуске в Соединенные Штаты. Когда самолет упал, сердце Сары задрожало, и она впервые увидела американский пейзаж. Вид на большие города и просторы страны наполнил ее трепетом и удивлением. Когда самолет приземлился, Сара почувствовала прилив волнения. Вот и все, начало ее новой жизни в Соединенных Штатах. Она собрала свои вещи, глубоко вздохнула и вышла из самолета, готовая принять неизвестное и проложить свой путь в этой стране возможностей. Глава 2. Прибытие в аэропорт. Сара вышла из самолета в самолете Джона Ф. Международный аэропорт Кеннеди, ее глаза широко раскрыты от волнения. Оживленный аэропорт был заполнен людьми со всех уголков земного шара, у каждого из которых были свои истории и мечты. Сара пошла по указателям и направилась к иммиграционному контрольно-пропускному пункту. Стоя в очереди, она изучала множество языков, на которых говорили вокруг нее. В воздухе витали предвкушение и обещания новых начинаний. Наконец, настала ее очередь подойти к сотруднику иммиграционной службы. С нервной улыбкой Сара передала паспорт и документы. Офицер приветствовал ее дружелюбно и спросил о цели ее визита и о том, как долго она собирается оставаться в Соединенных Штатах.
Сара ответила уверенно, ее голос был полон решимости. Через несколько мгновений офицер поставил штамп в ее паспорте и вернул его ей вместе с теплым приветствием. Сердце Сары разбухало от радости. Она официально въехала в Соединенные Штаты. Это была маленькая победа, но важная победа на ее пути к новой жизни. Проезжая по аэропорту, Сара забрала свой багаж и направилась в зал прилета. Она сканировала толпу в поисках знакомого лица. Там, среди моря людей, она заметила свою кузину Эмили, жадно махающую рукой. Они крепко обнялись и оба были очень рады воссоединению. Эмили прожила в Соединенных Штатах несколько лет и предложила Саре помочь освоиться. Вместе они добрались до квартиры Эмили, познакомились с жизнью друг друга и попутно поделились историями. Когда они прибыли в квартиру, волнение Сары достигло пика. Это была ее родная база, отправная точка в этой огромной и незнакомой стране. Эмили показала ей окрестности, указав на близлежащие продуктовые магазины, рестораны и достопримечательности. Она заверила Сару, что будет рядом, чтобы поддержать ее на каждом шагу. За чашкой чая Сара и Эмили обсудили свои планы на ближайшие дни. Саре не терпелось исследовать новое окружение, найти работу и погрузиться в американскую культуру. Под руководством Эмили она была уверена, что сможет справиться с предстоящими трудностями. Когда солнце садилось в первый день пребывания Сары в США, она не могла не испытывать чувство благодарности и предвкушения. У нее получилось. Она прибыла в эту страну возможностей, готовая открыть новую главу, полную безграничных возможностей. А когда рядом с ней была двоюродная сестра, она знала, что не одинока в этом увлекательном путешествии. Глава 3. Поселение в новом доме. После спокойного ночного сна Сара проснулась под яркими лучами утреннего солнца, проникающими в окно своей новой квартиры. Пришло время поселиться в ее новом доме и сделать его по-настоящему своим. С кружкой дымящегося кофе в руке Сара начала распаковывать свои вещи. Она аккуратно разложила одежду по шкафу, разложила на полках заветные сувениры и привнесла в новое окружение нотку знакомства. Каждая распакованная ею вещь навевала воспоминания и ощущение комфорта. Исследуя окрестности, Сара восхищалась разнообразием и динамичностью сообщества. Улицы были окружены магазинами, кафе и парками, заполненными людьми из разных слоев общества, и каждый из них вносил свой вклад в уникальную картину американской жизни. Сара не могла сдержать чувство принадлежности. Ее первоочередной задачей было найти работу. Сара часами дорабатывала свое резюме и составляла убедительные сопроводительные письма. Она просматривала онлайн-порталы вакансий, обращалась к потенциальным работодателям и посещала ярмарки вакансий. Процесс был непростым, но Сара не теряла решимости и надежд.
Дни превратились в недели, и настойчивость Сары окупилась. Ей позвонили из компании, которая была впечатлена ее квалификацией и пригласила ее на собеседование. Нервная, но подготовленная Сара продемонстрировала свои навыки и энтузиазм во время интервью. Компания признала ее потенциал и предложила ей должность. В восторге Сара приняла предложение о работе. Это стало ступенькой к построению жизни, о которой она мечтала. С новым чувством целеустремленности она взялась за работу, желая проявить себя и внести свой вклад в новую команду. В свободное от работы время Сара погрузилась в местную культуру. Она посещала общественные мероприятия, вступала в клубы и участвовала в волонтерской деятельности. Благодаря этому опыту она обрела новых друзей и наладила связи с людьми, разделяющими ее интересы. По мере смены времен года Сара восхищалась прекрасной трансформацией пейзажа. От ярких осенних красок до сверкающего зимнего снега, каждый сезон привносил свое неповторимое очарование. Сара приняла эти изменения, наслаждаясь красотой природы и радостью от новых впечатлений. На протяжении всего своего путешествия Сара никогда не забывала о своих корнях. Она оставалась на связи со своей семьей и друзьями на родине, делясь историями о своих приключениях и достижениях. Их непоколебимая поддержка укрепили ее решимость добиться успеха. С каждым днем Сара чувствовала себя в Соединенных Штатах как дома. Это было не просто место, где она жила, оно стало ее частью. Она построила жизнь, наполненную значимыми связями, карьерным ростом и чувством принадлежности. Когда Сара сидела в своей уютной квартире и наслаждалась чашкой чая, она размышляла о своем путешествии до сих пор. Она прошла долгий путь из маленькой деревушки в Уиллоу-Бруке. Ее мечта о новой жизни в Соединенных Штатах стала реальностью, и она была готова использовать любую возможность, которая ей представилась. Глава 4. Изучение города. С чувством приключений и любопытства Сара отправилась исследовать оживленный город, который теперь ее окружал. Вооружившись картой и духом страсти к путешествиям, она отправилась в путешествие, чтобы открыть для себя скрытые сокровища и знаковые достопримечательности, которые определили Первым ее в ее новый дом. Списке оказался знаменитый центральный район города. Над ней возвышались небоскребы, когда она шла по шумным улицам, наполненным шумом и суетой городской жизни. Звуки автомобильных гудков, смеха и музыки наполняли воздух, создавая симфонию городской энергии. Сара восхищалась архитектурными чудесами, украшающими городской пейзаж. Современные стеклянные конструкции соседствовали с историческими зданиями, каждая из которых имеет свою историю. Она сделала фотографии, запечатлевшие суть уникального сочетания прошлого и настоящего города. Путешествуя дальше, Сара оказалась в оживленном районе, известном своей разнообразной кулинарной сценой. Аромат специй витал по воздуху, заманивая ее вкусовые рецепторы. Она побаловала себя блюдами самых разных кухонь,
от изысканной уличной еды до элегантной изысканной кухни. Каждый кусочек был восхитительным приключением, знакомящим ее со вкусами, которых она никогда раньше не испытывала. Стремясь узнать больше об истории и культуре города, Сара посетила музеи, художественные галереи и культурные центры. Она с головой погрузилась в выставки, демонстрирующие богатое наследие города, от его истоков до современного вклада в искусство, науку и инновации. Истории и артефакты, с которыми она познакомилась, укрепили ее понимание прошлого и настоящего города. Однажды на выходных Сара отправилась в близлежащий парк, заповедник зелени среди городского пейзажа. Вместе с местными жителями и гостями она устраивала пикники, неторопливые прогулки и концерты под открытым небом. Парк служил напоминанием о том, что даже посреди шумного города природа и спокойствие всегда рядом. Сара также открыла для себя яркую музыкальную и развлекательную сцену города. От джазовых клубов до андеграундных музыкальных площадок она погружалась в ритмичные ритмы и мелодии, наполнявшие воздух. Она танцевала, смеялась и оставляла воспоминания у вновь обретенных друзей, которые разделяли ее любовь к музыке. Во время своих путешествий Сара ощутила теплоту и дружелюбие жителей города. Незнакомцы превратились в знакомых, а знакомые — в друзей. Разнообразное население города поддерживало ее и давало возможность познакомиться с их культурой и традициями. Сара почувствовала себя частью этого плавильного котла человечества. Со временем Сара стала не просто жительницей, но и послом города. Она охотно делилась своими любимыми местами и советами от инсайдеров с новичками и посетителями. Она наслаждалась ролью гида, помогая другим открыть для себя красоту и восторг, которые покорили ее сердце. С каждым поворотом, с каждым новым впечатлением город открывал Саре все больше своих чудес. Это был постоянный источник вдохновения, подпитывал ее любопытство и страсть к исследованиям. Город стал для нее игровой площадкой, ярким гобеленом достопримечательностей, звуков и вкусов, которые заставляли ее постоянно открывать для себя, учиться и использовать безграничные возможности, которые открывала новая жизнь в Соединенных Штатах. Глава 5. Первый рабочий день. Будильник Сары зазвонил, сигнализируя о начале знаменательного дня в ее путешествии, первого дня на новой работе. Она вскочила из постели, и в ее венах витало волнение и нервозность. Быстро позавтракав и взглянув в зеркало, чтобы убедиться, что она выглядит профессионально, она отправилась в офис. Придя рано, Сара глубоко вздохнула, чтобы успокоить учащенное сердцебиение. Она вошла в дверь, встреченная гулом продуктивности и дружелюбными лицами коллег. Они тепло встретили ее, представились и предложили помощь всякий раз, когда она в ней нуждалась. Начальник Сары назначил ей рабочее место и рассказал о ее обязанностях. Были объяснены миссия и ценности компании, а также конкретные проекты, над которыми она будет работать. Сара внимательно слушала,
стремясь оказать положительное влияние и внести свой вклад в команду. По прошествии дня Сара ознакомилась с системами, процессами и инструментами компании. Она посещала ознакомительные занятия и учебные семинары, впитывая информацию как губка. Коллеги оказали ей поддержку, ответили на ее вопросы и помогли ей разобраться в тонкостях новой роли. В течение дня Сара встречалась с людьми из разных департаментов. Она была поражена разнообразием талантов и опыта в организации. Это была среда, способствующая сотрудничеству, инновациям и личностному росту. Сара быстро поняла, что ее роль — это не просто работа, а возможность учиться и профессионально развиваться. Она приняла все трудности, которые вставали перед ней, рассматривая каждое препятствие как шанс расти и совершенствовать свои навыки. Она хотела получить обратную связь от своих коллег, стремящихся стать лучше и внести существенный вклад. В обеденное время Сара присоединилась к своим коллегам в офисном кафетерии. Благодаря непринужденным разговорам и смеху она начала налаживать связи и строить отношения. Она обнаружила общие интересы и узнала больше об опыте своих коллег. Офисная культура была инклюзивной и поддерживающей, и Сара чувствовала себя частью своей новой рабочей семьи. День подходил к концу, и Сара вспоминала свой первый рабочий день. Оно было наполнено информацией, новыми лицами и целеустремленностью. Она была благодарна за возможность стать частью команды, которая ценит ее вклад и способствует ее росту. Выйдя из офиса, Сара пошла по улицам города, ей стало легче, а настроение приподнялось. Она удивлялась тому, как далеко она продвинулась с момента прибытия в Соединенные Штаты. Эта новая работа была не просто средством зарабатывать на жизнь, это была ступенька к ее мечтам и устремлениям. С каждым днем Сара знала, что продолжит учиться, преодолевать трудности и вносить свой вклад в свой профессиональный путь. Первый день задал тон тому, что обещало стать захватывающей и насыщенной главой в ее новой жизни в Соединенных Штатах. Глава 6. Заводить новых друзей. Жизнь Сары в Соединенных Штатах была полна захватывающих возможностей, но она знала, что истинное удовлетворение также приносит ей общение с другими людьми. Учитывая это, она решила расширить свой круг общения и завести новых друзей, которые значительно обогатят ее жизнь. Сара присоединилась к различным социальным клубам и организациям, которые соответствовали ее интересам. Будь то книжный клуб, туристическая группа или общественная организация, она искала мероприятия, которые позволили бы ей встретиться с единомышленниками. Благодаря этому совместному опыту Сара установила связи с людьми, разделяющими ее увлечения и ценности. Посещение мероприятий и общественных собраний стало регулярной частью повседневной жизни Сары. Она воспользовалась возможностью встретиться с людьми из разных слоев общества и культур. Беседы шли легко, когда она обсуждала общее увлечение, жизненный опыт, трудности и триумфы жизни в новой стране.
Открытое и дружелюбное поведение Сары привлекло к ней людей, и она оказалась в окружении группы друзей, которые поддерживали дух товарищества. Они вместе путешествовали по городу, посещали новые рестораны, посещали музеи, концерты и фестивали. Смех и обмен впечатлениями наполняли их дни, оставляя воспоминания на всю жизнь. Помимо местных дружеских отношений, Сара также общалась с другими экспатриантами, которые прошли тот же путь ассимиляции и адаптации. Их объединил общий опыт, связанный с тем, как они покинули свои родные страны и начали все сначала. Эти дружеские отношения приносили чувство понимания и комфорта, поскольку они могли понять радости и трудности, связанные с построением жизни на чужой земле. Круг друзей Сары продолжал расширяться, поскольку она использовала возможности для личного и профессионального общения. Она посещала отраслевые мероприятия, конференции и семинары, где встречалась с людьми со схожими карьерными устремлениями. Эти связи не только расширили ее профессиональную сеть, но и привели к более глубоким дружеским отношениям, основанным на общих целях и амбициях. Дружба расцвела и за пределами структурированных занятий. Сара приглашала своих новых друзей на званые обеды, игровые вечера и киномарафоны. Они делились историями, смеялись и даже иногда скучали по дому. Вместе они создали ощущение дома вдали от дома. Со временем Сара поняла, что настоящая дружба не знает границ. Друзья стали ее доверенными лицами, системой поддержки и избранной ею семьей. Они вместе отмечали важные события, давали рекомендации в трудные времена и обеспечивали чувство принадлежности, превосходящее культурные различия. Заведя новых друзей, Сара открыла для себя силу человеческих связей и красоту восприятия разных точек зрения. Каждая дружба, которую она завязывала, обогащала и углубляла ее жизнь, расширяла кругозор и заставляла ее расти как личности. Когда Сара оглянулась по сторонам, окруженная смехом и теплотой вновь обретенной дружбы, ее охватило всепоглощающее чувство благодарности. Путешествие, в которое она отправилась, привело ее не только в новую страну, но и в сообщество единомышленников, которые стали неотъемлемой частью ее жизни. Вместе со своими друзьями Сара знала, что какие бы трудности ни стояли перед ней, она встретит их с мужеством, стойкостью и непоколебимой поддержкой тех, кто стал избранной ею семьей. Глава 7. Учет культурных различий. Сару всегда восхищали разные культуры, и ее переезд в Соединенные Штаты предоставил ей прекрасную возможность погрузиться в богатое разнообразие. Она подошла к этой главе своей жизни непредвзято, стремясь извлечь уроки из культурных различий, с которыми она столкнулась, и принять их. Одним из первых аспектов культуры, которые Сара изучила, была местная кухня. Она решила выйти за рамки привычного, выбрав рестораны и рынки, предлагающие аутентичные блюда разных этнических групп. Она насладилась ароматами пряной мексиканской кухни, побаловала себя ароматными индийскими карри и восхищалась тонким мастерством японских суши. Каждый кусочек,
Это праздник культурного самовыражения и способ приобщиться к традициям и историям, лежащим в основе этой еды. Сара также посещала культурные фестивали и праздники, желая познакомиться с яркими красками, ритмами и ритуалами, демонстрирующими разнообразие Соединенных Штатов. От парадов по случаю китайского Нового года до празднования Дивали она восхищалась энергией и радостью, наполняющими улицы. Она участвовала в традиционных танцах, восхищалась сложными костюмами и слушала музыку, которая переносила ее в далекие страны. Стремясь преодолеть культурные различия, Сара искала возможности изучать языки, отличные от своего собственного. Она записывалась на языковые курсы, вступала в группы по языковому обмену и практиковалась в общении с носителями языка. Благодаря этому опыту она не только приобрела новые лингвистические навыки, но и глубже поняла разные культуры и нюансы общения. Готовность Сары принять культурные различия выходила за рамки простого наблюдения. Она активно искала друзей с людьми из разных слоев общества. Благодаря этим связям она участвовала в беседах об истории, традициях и социальных обычаях. Она слушала, задавала вопросы и делилась своим опытом, способствуя взаимному обмену знаниями и пониманию. Налаживая отношения с представителями разных культур, Сара открыла для себя красоту поиска точек соприкосновения в условиях разнообразия. Общие ценности, мечты и стремления преодолели культурные границы, создавая основу для глубоких и значимых связей. Она узнала, что, несмотря на различия, всех нас объединяет стремление к любви, принятию и чувству принадлежности. Сара также стала выступать за культурную осведомленность и инклюзивность. Она участвовала в дискуссиях, семинарах и инициативах, способствующих пониманию и уважению различных культур. Она признала, что воспитание многообразия – это не просто индивидуальный путь, а коллективная ответственность за создание более инклюзивного и гармоничного общества. Благодаря полученному опыту мировоззрение Сары расширилось, а ее понимание богатства человеческой культуры углубилось. Она поняла, что культурные различия – это не то, чего следует бояться или преодолевать, а скорее источник силы и вдохновения. Сплетенное по всему Соединенным Штатам разнообразие происхождения и взглядов обогатило ее жизнь, расширило кругозор и заставило ее постоянно расти как гражданка мира. Путь Сары к преодолению культурных различий продолжался. С каждым взаимодействием, с каждым новым опытом она открывала новые грани мира и себя. Соединенные Штаты превратились в мозаику культур и традиций, и Сара полна решимости отдать должное каждому уникальному произведению, зная, что именно благодаря разнообразию она сможет и дальше процветать и создавать более сострадательный и взаимосвязанный мир. Глава 8. Преодоление трудностей. Продолжая свое путешествие по Соединенным Штатам, Сара столкнулась с рядом проблем, которые испытали на себе ее стойкость и решимость. Однако она с непоколебимой решимостью преодолевала все препятствия, понимая, что их преодоление приведет к личностному росту и еще большему чувству выполненного долга. Одной из первых проблем,
с которыми столкнулась Сара, стал языковый барьер. Хотя до приезда в Соединенные Штаты она изучала английский язык, погружение в англоязычную среду столкнулось с совершенно новыми трудностями. Она проявила упорство, посвятив себя улучшению своих языковых навыков с помощью практики, программ языкового обмена и поиска возможностей для общения с носителями языка. Постепенно ее уверенность росла, и она научилась свободно выражать свои мысли и понимать нюансы английского языка. Еще одним препятствием, с которым столкнулась Сара, стало освоение новой рабочей культуры. Ожидания, нормы и стиль общения на ее рабочем месте отличались от тех, к которым она привыкла. Она обращалась за советом к своим коллегам и руководителям, активно выслушивала их отзывы и учитывала их в своем подходе. Благодаря открытости и способности адаптироваться Сара научилась ориентироваться в тонкостях своей рабочей среды и в конечном итоге стала неотъемлемой частью команды. Жизнь в чужой стране также означала борьбу с тоской по дому и чувством изоляции. Сара скучала по своей семье, друзьям и знакомству с родной страной. В эти моменты она обращалась за поддержкой как к своим вновь обретенным друзьям, так и к близким, вернувшимся домой. Она открыла для себя силу технологий, позволяющих преодолевать расстояния, используя видеозвонки, сообщения и моменты совместного общения, чтобы оставаться на связи. Кроме того, она искала утешения, участвуя в культурных мероприятиях, которые напоминали ей о ее корнях и помогали ей обрести чувство принадлежности к новому окружению. Еще одна проблема, с которой столкнулась Сара, заключалась в адаптации к культурным нюансам и социальным нормам Соединенных Штатов. Она столкнулась с разными взглядами, ценностями и обычаями, которые иногда противоречили ее собственным. Вместо того, чтобы рассматривать эти различия как препятствия, Сара рассматривала их как возможности для личностного роста и взаимопонимания. Она участвовала в открытых и уважительных диалогах, активно выслушивала чужие точки зрения и делилась своими собственными мнениями, поощряя взаимное уважение и сочувствие. Перед лицом невзгод Сара обнаружила в себе внутреннюю силу и стойкость. Она научилась принимать вызовы как ступеньки к личному и профессиональному развитию. С каждым преодолеваемым препятствием она обретала уверенность в себе, оттачивала навыки решения проблем и верила в свою способность адаптироваться и преуспевать в любой ситуации. Опыт Сары научил ее важности настойчивости, терпения и позитивного мышления. Она понимала, что неудачи неизбежны в любом путешествии, но именно то, как она реагировала на них, определяло ее характер. Каждая задача стала возможностью для роста, устойчивости и самопознания. Размышляя о своем путешествии, Сара поняла, что трудности, с которыми она столкнулась, сделали ее сильнее, сострадательнее и чутче. Она стала лучше понимать себя и других и благодарна за извлеченные уроки. С новой решимостью Сара смотрела в будущее, зная, что впереди еще много проблем. Однако, вооружившись полученными уроками и опытом, она была уверена, что справится со всем, что попадется ей на пути.
Она с непоколебимым духом приняла неизвестное и готова продолжить свой путь личного и профессионального роста в Соединенных Штатах. Глава 9. Знакомство с американскими традициями. Когда Сара начала жить в Соединенных Штатах, она обнаружила множество американских традиций, которые покорили ее воображение и позволили ей углубить связь с новым домом. От национальных праздников до культурных праздников она с энтузиазмом принимала обычаи и праздники, которые определяли американскую культуру. Одной из первых американских традиций, с которыми столкнулась Сара, был День Благодарения. Она узнала об историческом значении этого праздника и его корнях еще в первые дни американского заселения. Сара присоединилась в духе благодарности и собралась с друзьями и семьей, чтобы обильно поесть и выразить признательность за благословения в их жизни. Тепло и чувство общности во время Дня Благодарения произвели на Сару неизгладимое впечатление, напомнив ей о том, как важно объединяться и отстаивать общие ценности. В течение года Сара охотно участвовала в других признанных на национальном уровне праздниках, таких как День независимости и День труда. Она восхищалась яркими фейерверками и парадами, посвященными истории и достижениям страны. Эти празднования укрепили чувство национальной гордости и единства, а Сара почувствовала глубокую связь с американским народом и его общим наследием. Помимо национальных праздников, Сара также придерживалась региональных и культурных традиций, различающихся в разных штатах и сообществах. Она приняла участие в праздновании Марди-Гра в Новом Орлеане, где наслаждалась живой музыкой, красочными парадами и яркими костюмами. Она ощутила на себе волшебство парада Мацис в честь Дня Благодарения, когда по улицам Нью-Йорка парят гигантские надувные воздушные шары. Эти уникальные традиции позволили Саре исследовать многообразие американской культуры и увидеть самобытность, существовавшую в стране. Сара также открыла для себя радость американской спортивной культуры. Она посещала бейсбольные матчи, испытывая восторг от хоум-рана и духа товарищества болельщиков, собравшихся поддержать свою команду. Она присоединилась к азарту Марк Мэднес, заполнив все скобки и приняв участие в дружеских соревнованиях с друзьями. Благодаря этим спортивным соревнованиям Сара стала свидетелем энтузиазма и единства, который может вдохновлять спорт, преодолевая культурные и социальные границы. Помимо традиционных традиций, Сара также изучила культурные традиции различных сообществ, которые сформировали американский ландшафт. Она встретила китайский Новый год со своими китайско-американскими друзьями, наслаждаясь яркими красками, танцами драконов и традиционными деликатесами. Она участвовала в повваусах коренных американцев, познакомившись с богатым наследием и художественным мастерством культур коренных народов. Этот опыт углубил ее понимание мультикультурной мозаики, составляющей Соединенные Штаты. Продолжая изучать американские традиции, Сара поняла, что они не являются статичными, а скорее эволюционирующими проявлениями многообразного и постоянно меняющегося общества. Она высоко оценила способность традиции объединять людей, создавать чувство принадлежности и сохранять культурное наследие. В свою очередь,
Сара также поделилась своими традициями и обычаями своей родной страны со своими американскими друзьями. Благодаря культурному обмену она обнаружила, что традиции присущи не только определенной группе, но и способны преодолевать границы и обогащать жизнь тех, кто их придерживается. Каждая традиция, с которой столкнулась Сара, стала неотъемлемой частью ее собственной истории. Они напомнили ей о взаимосвязанности человечества, силе совместного опыта и красоте использования разнообразных форм культурного самовыражения. Заглядывая в грядущие годы, Сара знала, что ее путь открытий будет продолжен. Американские традиции можно было исследовать бесчисленное множество других, каждая из которых давала возможность пообщаться с другими людьми, отпраздновать разнообразие и повысить ее уважение к стране, которую она теперь называет своим домом. С открытым сердцем и духом любопытства она с нетерпением ждала новых глав своего исследования американских традиций. Глава 10. Изучение чудес природы. Страсть Сары к исследованиям выходила за рамки культурного опыта. Она всегда была очарована красотой природы, и Соединенные Штаты предложили ей открыть для себя множество захватывающих чудес природы. В этой главе своего путешествия она отправилась исследовать разнообразные ландшафты страны, от высоких гор до девственных береговых линий. Одним из первых чудес природы, с которыми столкнулась Сара, стал Гранд-каньон. Когда она стояла на краю и смотрела на бескрайние просторы слоистых скальных образований, ее охватил трепет. От огромных масштабов и величия каньона она потеряла дар речи, напомнив ей о могуществе и красоте природного мира. Она прогулялась по ободу, запечатлев захватывающие дух виды на камеру и погрузившись в безмятежность окрестностей. Вдохновленная впечатлениями от посещения Гранд-каньона, Сара отправилась в путешествие по другим знаменитым национальным паркам. Она прогулялась по возвышающимся лесам секвойя в национальном парке Йосемити, восхищаясь древними гигантами, которые тянулись к небу. Она исследовала потусторонние пейзажи национального парка Джошуа-3 с его уникальной пустынной флорой и потрясающими скальными образованиями. Каждый парк, в котором она побывала, по-новому взглянул на невероятное разнообразие природы и заставил ее глубоко осознать необходимость защиты этих ценных экосистем. Исследование Сарой чудес природы не ограничивалось приключениями на суше. Ее также привлекли береговые линии и водные пути страны. Она побывала на живописных пляжах Калифорнии, ощутив на лице прохладный океанский бриз и слушая ритмичный стук волн. Она отправилась в морские прогулки по Эверглейдс, погрузившись в спокойствие водно-болотных угодий и полюбоваясь разнообразной дикой природой. Будь то суровая красота Тихоокеанского побережья или безмятежные болота восточного побережья, Сара находила утешение и вдохновение в погружении в водные просторы природы. Помимо известных мест, Сара искала скрытые драгоценные камни и менее известные чудеса природы. Она исследовала уникальные скальные образования каньона Антилопы, где взаимодействие света и тени создавало сюрреалистическую и неземную атмосферу. Она прогулялась по ходу национального парка Брайс-каньон, восхищаясь причудливыми формами,
вырезанными ветром и водой на протяжении тысячелетий. Эти необычные открытия позволили Саре глубже погрузиться в природу и оценить удивительные чудеса, скрывающиеся за пределами туристических достопримечательностей. Отважившись провести время на свежем воздухе, Сара также стала выступать за сохранение окружающей среды. Увидев хрупкость и великолепие этих чудес природы, она захотела сохранить их для будущих поколений. Она участвовала в инициативах по очистке окружающей среды, поддерживала природоохранные организации и информировала других о важности устойчивых методов. Сара признала, что исследование и наслаждение этими природными чудесами неразрывно связаны с ответственностью за их защиту и сохранение. С каждым приключением любовь Сары к природе росла, и она понимала, что исследование чудес природы — это не просто осмотр красивых достопримечательностей. Это была возможность восстановить связь с Землей, найти утешение в ее необъятных просторах и осознать свое место в ней. Природа сумела укоренить ее, напомнив ей о взаимосвязанности всех живых существ и важности заботы о планете, которую мы называем своим домом. Путешествие Сары продолжалось, и она стремилась открыть для себя новые чудеса природы Соединенных Штатов. От скалистых вершин скалистых гор до девственных озер Северо-Востока она знала, что в ее исследовании захватывающих пейзажей страны еще предстоит написать бесчисленное множество глав. С чувством приключений и глубоким почтением к миру природы она с нетерпением ждала следующей главы своего путешествия, где ее и дальше будут вдохновлять чудеса, ожидающие ее. Глава 11. Вкус американской кухни. Продолжая свое путешествие по Соединенным Штатам, Сара обнаружила, что кулинарный ландшафт страны столь же разнообразен и динамичен, как и ее культурный гобелен. Каждый регион предлагал уникальное разнообразие вкусов, ингредиентов и кулинарных традиций, которые покорили ее вкусовые рецепторы и обогатили ее понимание американской кухни. Кулинарное исследование Сары началось с классических блюд, которые стали синонимом американской комфортной еды. Она насладилась вкусными сочными гамбургерами и хрустящим картофелем фри в соседней закусочной. Она насладилась острой сладостью ребрышек барбекю, намазанных дымчатым соусом, в местной коптильне. А еще она насладилась сливочным вкусом макарон с сыром, любимым продуктом, вызывающим чувство ностальгии и тепла. Выйдя за рамки привычного, Сара открыла для себя региональные кулинарные сокровища, разбросанные по всему американскому кулинарному ландшафту. На юге она восхищалась проникновенными ароматами южной кухни. Она съела тарелку хрустящей жареной курицы, которую подали с пушистым печеньем и пикантной листовой капустой. Она попробовала сытное луизианское гамбо, наслаждаясь сложным сочетанием специй и морепродуктов. На северо-востоке Сара побаловала себя восхитительными блюдами из морепродуктов. Она отведала миску сливочной похлебки из моллюсков из Новой Англии с нежными моллюсками и картошкой. Она угостила себя роллом с лобстером с сочными кусками мяса омара, заправленными в маслянистую поджаренную булочку. Свежесть океана ощущалась в каждом кусочке, поэтому она глубоко ценила прибрежные кулинарные традиции.
Путешествуя по юго-западу, Сара познакомилась с яркими и пряными вкусами техасско-мексиканской кухни. Она наслаждалась жаром тарелки горячих фахитасов с нежным жареным мясом, обжаренным перцем и луком, а также гарниром из теплых лепешек. Она в восторге от приятного кусочка сырной энчилады, задушенной пикантным соусом. Сочетание мексиканских и американских вкусов создало уникальный юго-западный кулинарный опыт. Путешествуя по стране, Сара также открыла для себя смесь интернациональных вкусов, которые нашли свое отражение в американской кухне. Она поужинала ароматными блюдами со всего мира, отражающими разнообразие иммигрантских сообществ страны. Она наслаждалась пряными ароматами индийского карри, японскими суши-роллами, богатыми умами и ароматными специями ближневосточных блюд. Каждый кусочек был свидетельством слияния культур, которое повлияло на американскую кухню. Помимо традиционных блюд, Сара также изучила новые тенденции и инновационные кулинарные творения, которые определили американскую гастрономическую сцену. Она поддержала движение «От фермы к столу», наслаждаясь блюдами, приготовленными из местных сезонных ингредиентов. Она побаловала себя шоколадными конфетами ручной работы, сырами ручной работы и мелкосерийным крафтовым пивом, что подчеркивало креативность и мастерство американских производителей. Во время своего кулинарного путешествия Сара поняла, что еда – это не только питание, но и отражение истории, культуры и человеческого опыта. Она познакомилась с увлеченными шеф-поварами и домашними поварами, которые поделились своими историями и традициями в своих кулинарных творениях. Она узнала, что еда способна объединять людей, преодолевать культурные различия и создавать незабываемые воспоминания. С нетерпением ожидая следующей главы своего путешествия, Сара поняла, что впереди еще множество вкусов и кулинарных приключений. Она с нетерпением ждала знакомства с местными деликатесами, скрытыми сокровищами и новыми кулинарными сценами, которые ее ждали. С открытой душой и голодным вкусом она была готова продолжить знакомство с американской кухней, по одному вкусному кусочку за кусочком. Глава 12. Празднование праздников. Путешествие Сары по Соединенным Штатам продолжалось, и она погрузилась в яркие праздничные торжества, разбросанные по календарному году. От дорогих традиций до праздничных собраний, каждый праздник давал уникальную возможность пообщаться с американским народом и ощутить радость и единство, связанные с этими особыми событиями. Знакомство Сары с американскими праздниками началось с волнения и чувства обновления, которые сопутствовали Новому году. Она присоединилась к толпам гуляк на Таймс-сквер в Нью-Йорке, когда культовый бал упал в полночь, открыв Новый год зрелищем огней и конфетти. Она принимала решения, руководствуясь духом новых начинаний и личностного роста. С наступлением весны Сара с нетерпением приняла участие в красочных пасхальных праздниках. Она участвовала в охоте за яйцами, радуясь радости детей, когда они находили спрятанные сокровища. Она восхищалась сложным мастерством красиво украшенных пасхальных яиц и наслаждалась сладостью шоколадных кроликов. Благодаря этим традициям она погрузилась в дух возрождения и надежды, сопутствовавший празднику.
Летом Сара испытала на себе патриотический пыл Дня независимости. Она присоединилась к толпе людей, собравшихся в парках и на стадионах, с нетерпением ожидая зрелищных фейерверков, освещающих ночное небо. Она надела красно-белую и синюю одежду, с гордостью прославляя историю нации и идеалы свободы и единства. С наступлением осени Сара приняла традиции Хэллоуина. Она вырезала из тыквы фонарики Джека, а их мерцающий свет свечей излучал жуткое сияние. Она надевала костюмы, наслаждаясь возможностью на ночь стать кем-то или кем-то другим. Она участвовала в праздничных собраниях и угощениях, наслаждаясь игривым духом и чувством общности, царившим в воздухе. Праздничный сезон привнес в путешествие Сары ощущение тепла и радости. Она отпраздновала День Благодарения, собравшись за столом с традиционными блюдами и выразив благодарность за благословение в ее жизни. Она украсила елку, зажгла огни и повесила заветные украшения. Она обменивалась подарками с близкими, проникнувшись духом дарения и любви. Праздничный сезон напомнил ей о важности семьи, единения и доброты. Сара также обнаружила, что праздники в Соединенных Штатах не ограничиваются известными праздниками. Она познакомилась с региональными традициями, которые придали праздничному календарю неповторимый колорит. Она наслаждалась яркими парадами и праздничной музыкой Марди Гра в Новом Орлеане, которая стала кульминацией карнавального сезона. Она стала свидетелем торжественного празднования Дня мертвых в испаноязычных общинах, чествуя и вспоминая ушедших близких. Эти разнообразные праздники обогатили ее понимание культурной мозаики Соединенных Штатов. Помимо традиционных праздников, Саре понравились менее известные обряды и необычные праздники, разбросанные по календарю. Она наслаждалась азартом и дружеской конкуренцией с парады в День Святого Патрика, надев зеленую одежду и присоединившись к веселью. Она участвовала в местных фестивалях, на которых праздновали все, от цветения сакуры и урожая яблок до воздушных шаров и музыки. Отмечая различные праздники, Сара обнаружила, что их значение выходит за рамки особых традиций и обычаев. Каждое событие давало американцам возможность собраться вместе, выразить радость, благодарность или память, а также укрепить узы сообщества и общие ценности. В преддверии следующей главы своего путешествия Сара с нетерпением ждала предстоящих праздников и новых традиций, с которыми она столкнется. Она признала, что праздники — это не просто даты в календаре, а возможность пообщаться с другими людьми, познакомиться с многообразием американской культуры и отметить богатство человеческого опыта. С открытым сердцем и праздничным настроением она продолжила свое путешествие по постоянно меняющейся картине американских праздников. Глава 13. Воплощение мечтаний и амбиций. В разгар своего путешествия по Соединенным Штатам Сару вдохновили истории людей, преследующих свои мечты и амбиции.
От начинающих художников и предпринимателей до новаторов и провидцев она стала свидетелем силы решимости и стремления к страсти, которые определяют американский дух. Сара познакомилась с начинающими актерами на оживленных улицах Голливуда, где мечты о славе вплелись в городскую суету. Она посетила прослушивание и стала свидетелем таланта и непоколебимой преданности тех, кто стремится преуспеть в индустрии развлечений. Их неустанное стремление к прогрессу и готовность рисковать вызвали у нее трепет и напомнили о безграничных возможностях, которые таит в себе человеческое воображение. Сара также познакомилась с художниками, которые вложили все свое сердце и душу в свои творческие начинания. Она посещала галереи и студии, где художники, скульпторы, писатели и музыканты воплощали свои идеи в жизнь. Она убедилась в уязвимости и мужестве, необходимых для раскрытия своих самых сокровенных мыслей и эмоций с помощью искусства, и удивилась влиянию этих выражений на других. Углубляясь в истории мечтателей и добившихся успеха, Сара обнаружила, что стремление к мечтам и амбициям часто сопряжено с трудностями и неудачами. Она познакомилась с людьми, столкнувшимися с трудностями, преодолевающими препятствия и стойкими перед лицом невзгод. Их истории послужили напоминанием о том, что успех не всегда бывает линейным и что неудача часто является ступенькой на пути к достижению величия. Вдохновленная историями, с которыми она столкнулась, Сара начала размышлять о своих мечтах и амбициях. Она поняла, что путешествие по Соединенным Штатам предоставило ей уникальную возможность для самопознания и роста. Она определила свои увлечения и стремления и вновь ощутила целеустремленность и решимость. Вооружившись этой вновь обретенной ясностью, Сара решила осуществить свои мечты. Она записалась на уроки рисования, что позволило ей воплотить свои творческие способности на холсте. Она начала писать роман, выражая свои мысли и переживания словами. Она познакомилась с единомышленниками, которые разделяли ее увлечения, и стала частью сообщества поддержки, которое поощряло ее стремление к звездам. Сара понимала, что реализация мечтаний и амбиций требует самоотверженности, трудолюбия и стойкости. Но она также поддержала идею о том, что само путешествие так же важно, как и пункт назначения. Попутно она праздновала небольшие победы, училась на неудачах и открывала для себя новые грани. Продолжая свой путь, Сара поняла, что мечты и амбиции не ограничиваются определенными областями или карьерными перспективами. У каждого человека были свои уникальные увлечения и стремления, будь то искусство, наука, бизнес или другие сферы. Важнее всего было мужество следовать своему сердцу и готовность предпринять необходимые шаги для воплощения мечты в реальность. С каждым днем Сара испытывала чувство удовлетворения и целеустремленности, преследуя свои мечты. Она поняла,
что реализация амбиций не ограничивается одной главой ее путешествия, а является делом всей жизни. Заглядывая в будущее, она знала, что ее путь будет отмечен проблемами, ростом и непоколебимым стремлением жить в соответствии со своими увлечениями и стремлениями. В следующей главе своего путешествия Сара продолжит исследовать, учиться и развиваться, руководствуясь стремлением осуществить свои мечты и внести существенный вклад в окружающий мир. Глава 14. Навигация в системе образования. Продолжая свое путешествие по Соединенным Штатам, Сара погрузилась в разнообразную и обширную систему образования страны. От дошкольного образования до высших учебных заведений она стала свидетелем возможностей и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся на пути к обучению. Сара начала свое исследование с изучения основ системы образования в Соединенных Штатах. Она посещала дошкольные учреждения, где маленькие дети занимались игровым обучением и развивали социальные и когнитивные навыки. По ее мнению, дошкольному образованию придается большое значение как важнейшей ступеньки к будущему академическому успеху. Начав получать начальное и среднее образование, Сара открыла для себя разнообразие доступных образовательных возможностей. Она посетила государственные школы, в которых обучается подавляющее большинство учащихся, уделяя особое внимание стандартизированной учебной программе и предлагая широкий спектр внеклассных мероприятий. Она также изучала частные школы, где альтернативные методы обучения и специализированные программы отвечали конкретным интересам или философии образования. Сара узнала о концепции школьных округов, согласно которой регионы разделены на небольшие административные единицы, отвечающие за надзор за местными школами. Она отметила различия в образовательных ресурсах и возможностях, поскольку в некоторых округах школы лучше финансируются и имеют доступ к продвинутым программам, в то время как другие сталкиваются с трудностями в обеспечении адекватных ресурсов своим учащимся. Внеклассные занятия сыграли важную роль в американском образовании, и Сара видела энтузиазм и преданность студентов, занимающихся спортом, музыкой, искусством, дискуссиями и другими занятиями. Она стала свидетелем чувства товарищества и личностного роста, вызванного участием в этих мероприятиях, а также возможностями получения стипендий и поступления в колледжи. Углубившись в высшее образование, Сара посещала колледжи и университеты по всей стране. Она открыла для себя множество учебных заведений, от престижных университетов Лиги Плюща до муниципальных колледжей, предлагающих доступные варианты получения диплома. Она узнала о процессе поступления, который часто включал стандартизированные тесты, эссе, рекомендательные письма и другие факторы, учитываемые университетами при отборе студентов. Сара наблюдала за различными академическими программами, предлагаемыми университетами, от гуманитарных и естественных наук до профессиональных областей, таких как инженерия, бизнес и медицина. Она увидела значение исследований, инноваций и критического мышления, поскольку студенты и преподаватели работают вместе над расширением знаний и решением социальных проблем. Она также узнала о важности финансовой помощи и стипендий для обеспечения доступности высшего образования для студентов из разных слоев общества. Сара стала свидетелем приверженности организаций и учреждений оказанию финансовой поддержки достойным студентам,
помогая облегчить бремя платы за обучение. Сара признала, что система образования в Соединенных Штатах не лишена проблем. Она признала неравенство в образовательных возможностях, основанное на социально-экономических факторах и географическом положении. Она стала свидетелем продолжающихся обсуждений и усилий по решению вопросов равенства, инклюзивности и доступа к качественному образованию для всех учащихся. Продолжая свой путь, Сара поняла, что образование не ограничивается только формальными учебными заведениями. Она обнаружила ценность непрерывного обучения, будь то онлайн-курсы, профессиональное обучение, семинары или самообучение. Она осознала важность приобретения новых навыков и знаний в постоянно меняющемся мире. Размышляя о своем опыте, Сара признала, что образование является мощным инструментом, который может расширить возможности людей, способствовать личностному росту и создать возможности для лучшего будущего. Она увидела влияние преданных своему делу учителей, наставников и образовательных систем, которые вдохновляют учащихся на полную реализацию своего потенциала. В следующей главе своего путешествия Сара продолжит исследовать взаимосвязь образования и личностного развития. Она будет искать людей, которые могут изменить мир к лучшему в сфере образования, и будет продолжать учиться и развиваться, ориентируясь в разнообразном образовательном ландшафте Соединенных Штатов. Глава 15. Размышления о путешествии. Путешествие Сары по Соединенным Штатам близилось к концу, и она уделила время размышлениям о невероятных впечатлениях, уроках и личностном росте, которые она приобрела за это время. Изучение разнообразных ландшафтов, культур и народов Америки оставило в ней неизгладимый след, сформировав ее мировоззрение и углубив понимание мира. На протяжении всего своего путешествия Сара познакомилась с невероятной красотой природы. От величественных вершин скалистых гор до спокойных берегов Тихого океана она была свидетелем впечатляющей силы и безмятежности мира природы. Она путешествовала по национальным паркам, восхищалась потрясающими пейзажами и ощущала гармонию окружающей среды. Этот опыт вселил в нее глубокое уважение к земле и приверженность ее сохранению. Сара также погрузилась в гобелен американской культуры. Она отмечала праздники вместе с общинами, наслаждаясь радостью, традициями и общими ценностями, которые объединяют людей. Она стала свидетелем разнообразия происхождения, убеждений и опыта людей, что способствовало глубокому уважению к богатству человеческого разнообразия и силе инклюзивности. Встречи с людьми, преследующими свои мечты и амбиции, вдохновили Сару задуматься о своих устремлениях. Она стала свидетелем стойкости, целеустремленности и энтузиазма, которые способствовали этим путешествиям, и она приступила к собственному стремлению к личностному росту и самореализации. Она поняла, что мечты не ограничиваются определенным путем, а формируются уникальными талантами, увлечениями и ценностями каждого человека. Система образования дала Саре ценную информацию о силе знаний и обучения. Она стала свидетелем преобразующего воздействия образования на отдельных лиц и общины и признала важность равного доступа к качественному образованию.
Ее собственный путь открытий укрепил идею о том, что обучение — это дело всей жизни и что рост и самосовершенствование можно найти в каждом опыте. Размышляя о своем путешествии, Сара поняла, что время, проведенное ею в Соединенных Штатах, было чем-то большим, чем просто изучением чужой земли. Это был путь самопознания, культурного взаимопонимания и личных связей. Она научилась принимать незнакомое, оспаривать свои предположения и подходить к каждому новому опыту непредвзято и с открытым сердцем. Сара столкнулась как с триумфами, так и с трудностями человеческого опыта. Она была свидетелем стойкости общин перед лицом невзгод, доброты незнакомцев и силы человеческих связей. Эти встречи оставили в ее памяти неизгладимый след, сформировали ее ценности и пробудили желание оказывать положительное влияние на мир. Готовясь завершить свое путешествие, Сара взяла с собой сокровищницу воспоминаний и впечатлений. Она знала, что время, проведенное в Соединенных Штатах, изменило ее, расширило кругозор и углубило понимание человечества. Она была полна благодарности за возможности, дружбу и моменты чистого удивления, которые сопровождали ее на этом пути. С новым чувством целеустремленности и благодарным сердцем Сара с нетерпением ждала следующей главы своей жизни. Она знала, что полученные уроки и опыт будут и впредь помогать ей, куда бы она ни отправилась. Прощаясь с Соединенными Штатами, она прониклась духом открытий, любопытства и непредубежденности, готовой отправиться в новые приключения и насладиться красотой ожидающего ее мира.